Самые вкусные вот эти вот лига-пирог. Я из салона, но наконец-то меня облагородили. А это чай китайский для тех, кто бросил пить. С языком, слушайте. Я вспомнила историю из детства. Варен бабушкина любимая пастила. Это без грамма сахара и натуральный алтайский продукт. Вот такой обзор у нас покупок. Будем все с вами пробовать. Доброе утро, мои хорошие. Мы с вами в Таллине. Ой, сейчас. Отбегали по делам уже с утра. И сейчас идем с мужем завтракать. Встретимся с ним в Олимпии. И попьем там кофейку. Вот очень любим этот бульвар кафе. В Таллине, кстати, очень холодно. У меня штатив в другой сумке сейчас. Вот здесь наша кафешка. Любим тут иногда побаловаться пирожками. Такие пирожки, как здесь, продаются еще только в кафе «Энергия». Больше нигде в Таллине. Тут точно как раньше, знаете. Ну, и народу-то сколько. Ну, надо же. Муж хотел столик у окна. Сейчас пойдем с вами посмотрим сначала, что здесь. Здесь сборный салат можно себе сделать. Уже готовые сэндвичи. Салатики вот крошечные такие 5,50. Кофе здесь великолепный, прекрасные крендели, кстати. Очень вкусная вот эта вот выпечка вся у них тоже. Смотрите, какая красота. А кофе здесь 3,40, маленький 3, капучино 3,30. Вот такое вот всякое эспрессо 3. Очень, да, у них здесь вкусно все. И особенно вот эти вот пирожки там. Я помню какой-то период мы заказывали на дни рождения торты только отсюда, пока не перепробовали все. Очень вкусные они. Вот кило 637 евро, кило 237 евро. Тортики. Кто-то хотел из вас обзор кондитерской? Кстати, мы пришли сразу. С клубникой или что? Да, весь целый. Красивый. Самые вкусные вот эти вот лига-пирог. Это очень у них вкусно, да. Ну, такая. Здесь еще кило 740 евро с малиной. Вот такой вот девушка берет, хочет целый. Торты такие. В общем, у них и крендели должны быть. Да, крендели по 800 грамм, 16 евро. Но они безумно вкусные. Очень надо бы взять на дачу, наверное. Вот такого рода они есть соленые и сладкие. А мы с вами идем занимать местечко. Сейчас будем завтракать здесь. Муж хотел у окна. А, вон он приехал. Приехал. Пойду встречу. Его ожидает дама в кафе. У меня сзади сумка, в ней этот штатив. Сейчас вся какая-то на вытянутой руке. Это какое-то. Вы знаете, в Таллине очень холодно. Я здесь просто передвигаюсь так вот на машине туда-сюда. А вот так, если пойти на остановку, куда-то поехать, да, вот без куртки вообще нет. Холод, ветер, холодрыга страшная. Вообще. Вот и все. На парковку ставим. Здесь 30 минут 2 евро, 24 часа 20 евро. Взяли 2 больших кофе, взяли вот пирожки с капустой и ветчина с сыром. Еще с собой там сладенькое. В общем, пьем кофе. Здесь очень вкусная кухня. Если вы когда-то хотите попробовать вот пирожки, вот эти самые с капустой, с мясом, как были раньше, еще вот когда меня мама водила, там вот это вот Олимпия и кафе «Энергия». Больше вы нигде таких пирожков не увидите. Вот эти вот. Это точно как раньше. Очень рекомендую. А какой у нас чек был? 33. 33 евро заплатили. Завтрак у нас такой.
кофе, а потом опять по делам. Надо еще в магазин заскочить, посмотрим с вами, где мы еще. А мы как-то с вами отсюда стрим вели. Я отсюда вела стрим тоже. Тоже что-то у нас с вами было здесь. Мы не первый раз. Дома как-то ничего нет. И некогда было, мы очень рано уехали. Дела, беготня, работа. Я на несколько дней всего приехала, муж тоже в город, поэтому надо без рассусоливания. Вот сейчас есть немножечко перерыв, и мы пришли. Пообщаемся. Кофе напьемся и дальше побежим. Так вот, в Таллине холодно, очень холодно. Это просто, я не знаю, вот эти 4 дня, что было лето, это все. На даче не так это ощущается. А здесь там все в куртках. К маме пришла счет за квартиру, он 74 евро, и она просила полить на Лину. Вон у нее какая. Что мы сейчас с вами польем? Цветочки. Ой, какая она у нее высокая, мощная. Супер, да? У меня Маркиз ее ест и совершенно не растет ничего, потому что он ее все время грызет. А здесь вон какая высокая. И водомеры сразу отдам, чтобы потом не бегать. В общем, сейчас вот видите за июнь месяц, да? 74 евро. 50 квадратов, двушка в Таллине. 74. Дома, теперь я уже дома, забежали еще здесь. А домой купил муж черешню, пока мама цветочки поливала, 5,50. Черешня изумительная. Подожди, зачем ты же не ешь черешню? Ты же кот. Маркиз, дай мне черешню. Отдай. Интересует черенок. Отдай мне черешку. Отдай. Муж купил черешню, сейчас в салон поедем с вами, а я вот перед этим черешни хочу. 5,50 на рынке, а у меня вот здесь кто-то ест черешню. Отдай. Не знаю я, чего он хочет, но черешни меньше. Ты хорошенький. Отдай. Отдай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. 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 Какой у тебя балованный вид. Вот видно, что ты только балуешься. И ты только балуешься. Маркиз. Вот что это такое? Вот что это такое? А я ругаюсь, да. Видишь, ругаюсь. Хорошая, сладкая. Да, Маркиз, конечно, балуется. А теперь я в салон, потому что тот раз я пропустила, все отменила. Ресницы вылезли все, бровей ужас, вся, короче, пошла приводить себя в порядок. Сегодня делаем глазки. Глазки, а потом дальше посмотрим, что еще. Сейчас еду в Исме. Я из салона, но наконец-то меня облагородили, я хоть похожа на человека. Сделала реснички, сделала брови, вообще, ну хоть немножко, знаете, как-то в лесу сразу превращаешься не знаю во что. А сейчас я нахожусь в Исме, из салона вышла. И с мужем хотим еще сходить в магазин. Ужасно хочу селянки. Почему я, когда приезжаю откуда-то, я всегда везде хочу селянки. Здесь вот Риби магазин, в Исме мы находимся, и тут же этот магазин, мы с вами, кстати, в нем были, Мальма, пот этот вот, туда тоже, там такая была колбаса, швондер, или я не помню, но это было что-то. Мама до сих пор вспоминает, и пробовать дала, тоже вкусно, безумно.
в магазин, и в Риме я хочу, и потом в Мальма-Пут тоже зайдем. Мы с вами были уже в этот Мальма-Пут, просто там такие остались вещи мною недокупленные. Сейчас мы с вами и туда, и туда. Вот в этот Риме пойдем, Эхите ТТ 107, и здесь вот этот Мальма-Пут, который мне нужен, и сразу продуктовый. В Риме сначала муж пока сетки берет, я вот хочу в свой этот Мальма-Пут, как он мне понравился. Я в прошлый раз брала здесь, по-моему, зефир, какие-то печенье, чай и вот эту колбаску. Мы это все срубали, очень, знаете, за обе щеки. О, хорошо. И помните, мы здесь еще шляпу мерили, которая Вилле Зуммер, вот эта вот шляпа, куда ставятся бутылки, банки для пива. Смотри, распродали все после того видео. Мед, кстати, очень бы хотелось, свежий этого года. Вот я хочу сравнить хотя бы с цены. Может быть, где-то на Чудском купим или здесь купим. Что тут вообще? Мед. Я когда попадаю в такие магазины, мне, знаете, охота начинать сразу здоровый образ жизни. Как на меня это периодически нападает. Ой, как бы это сделать так, чтобы оно бы не отпускало то, что нападает. Вот это, кстати, я на ярмарках часто вижу. Потом нигде не вижу вот эти мед, который для мяса. Помните, я вам показывала на ярмарках? Может быть, это они же, эти люди, я не знаю. Срок хороший, 17,60 килограмм. Ну вот к мясу, знаете, на шашлычок даже взять, что ли. Ну что тут у них еще, что новое появилось? Лавандовое мед. Надо бы, у меня мама просила запастись на зиму уже вот такими вещами. Говорит, давай вот где-то будешь в каких-то магазинах, ты там, потом по ролики мои смотрят, говорит, ты там вот это было, не взяла мне, вот это было, не взяла мне. Мед с имбирем, с мятой, с клубникой, грецкие орешки. Тоже хочу что-нибудь такое. Начинается, знаете, это вот перед зимой, ну еще рано, конечно. Перед зимой начинаешь чего-то складывать в нору, как хомяк. А это что, кедровый, что ли? Кедровый вон там. Какая баночка. Это российский, наверное. И что еще здесь есть? Это кадарбику. Это наш эстонский все вот это мед. Кадарбику очень хороший, мне нравится у них. Этот хутор у них и соки, и всякое. Макусам куюни. Мед слаще, чем сон. Какая прелесть. Вересковый мед. О, вересковый. Это же вообще, по-моему, вересковый. Это же... Здесь он все данные их. Вересковый – это ведь довольно редкая вещь и очень полезная. Знаете ведь, да, притчу про вересковый мед? Как он появился и как что, знаете? Но кто не знаете, тогда напишите, я расскажу, чтобы сейчас не болтать в магазине, то меня не так поймут здесь. Акация мед. Знаете, что про акацию, про мед? Он не просто мед, он считается медом для диабетиков. Я где-то читала, что в нем как бы мало фруктозы и как-то он менее слаще. На основе его делают вот всякие такие вот орешки и так далее. Вот это, да, акациевый. Он такой прозрачный, он мне всегда нравился своей вот такой прозрачностью, и он долго не твердеет. Красивая акация. Гроздья душистые. Так что для диабетиков говорят, что вот нужно вот этот. Я не знаю, но вот аллергики еще. Соты, смотрите, прямо так вот соты. Да, здорово. Еще про вересковый мед вспомнила, что его добывают довольно сложно как-то. Когда вот здесь этот мед, мы были с вами на производстве меда, помните, на хуторах ездили, его как бы выгоняют там из сот, то здесь давится сама сота, да, и получается, что вот эти все полезные штуки, все, что содержится в меду, вот эти прополисы, то, оно там все сохраняется. То есть здесь это все чистое, а тут вересковым, наверное, из-за этого он и ценен, что ли. Наверное, да. Взять его, что ли, надо бы. Гречишный. Так, а стоит он 10 евро, вот эта банка. Забыла цену сказать. Акация стоит 10,50. Да, про цену вдруг забыла. Липовый мед. Липовый не значит, что он липовый. Это значит, что он из липы. Знаю я вас. Свежий мед. Лесной мед.
А как пчелы знают, где что? Гречишный. Мама всегда и бабушка говорили, гречишный мед тоже очень полезный. И он темного цвета, Яна, ты никогда не ошибешься. Я, кстати, не помню, что пробовала. Здесь разные соки, лимонады, доширак. Это наше все. Для дачи самое то. Водичка, кстати, я сейчас на дачу, когда поеду, мне вода опять нужна. Я купила с Тему такую трубочку, туда спихаю трубочку. И у меня на кухне стоит кран, как бы, грубо говоря, такой электрический. Нажимаешь на кнопочку, я вам показывала. И отсюда туда вода. А это вода pH 7,4, родниковая. Родниковая вода. Это надо взять, вот сейчас на даче у меня воды нету. Вот это, да, ну такой на попить, знаете, на это просто, когда ты в бутылке куда-то идешь. Так, что у нас еще тут есть интересного? Начинаешь задумываться о здоровье. Я только в таких магазинах задумываюсь, честно вам скажу. Теперь я смотрю все, где для животных. Теперь у нас и собаки, и кошки, и все у нас есть. 15 евро – это мазь для собачьих и кошачьих лапок. Это, наверное, там зимой, когда вот по соли ходят, они, знаете, чтобы лапочки не трескались. Даже носик можно помазать тоже. Огневка мумиё, сибирские кедры. Ага. Вода. Маточное молочко. Маточное молочко – это когда все соки с матери высосали, да-да. Доят матку эту. Тоже очень ведь полезная штука маточная. Сколько она стоит? 11 евро маточное молочко. 10 штук там. И вот еще тоже и для кожи. Это тоже вот для животных, а это вот для кожи. Я слышала о том, что этой мазью лечат даже псориаз. А вообще она для всякой кожи. Для натуральной чуть ли не мебели, на все подряд. Вот. А это трутневое молочко. Интересно, как их доят трутни этих. 11 евро. Боже, какие полезные вещи. Сразу хочу все. Хочу лечиться. Хочу вообще оздоравливаться. Так. Тут еще свечи мне вот эти в прошлый раз еще понравились. Во-первых, я вам говорила, да, что они все освященные в монастыре. И в Куремеевском тоже. Какие всякие. Ручная работа все. Кстати, а знаете о том, что вот эти вот пасхальные красные свечи, они еще для привлечения богатства. Мы же с вами иногда там вот рисуем там восьмерочки, кладем монетку под порог. Кто со мной делает, помогает или нет? Восьмерочки вот я рисую, сегодня они на мне. А красные помогают привлечь богатство. Синие, кстати, они для гармонии в семье, в отношениях там. Вот такие синие. А зелененькие, они для оздоровления. Зеленую свечку вот так пожег, подумал, может, молитву прочитал. А черные, между прочим, для снятия негатива. Давайте возьмем с вами, будем ходить вокруг дачи, отгонять нечистую силу. Ой, да пошутить нельзя. Так, что еще здесь? Что мне еще заказывали? Мне заказывали воду, сейчас из дачи, овсянку. Кристина, нет, она рисовую вроде хочет, не помню, или овсянку. Короче, здесь я вижу из цельного зерна с черникой и малиной. Варить не надо, цельное зерно. Монастырский геркулес 20 минут. Вот привыкли мы все эти каши, знаете, за минуту, да? А там же ничего нет. А вот эти, которые варятся нормально долго, так и должно быть. Пшенная, вон еще это, ядрица, гречка. Так, а стоят они по 5 евро. Это 4. Кисели вижу. Кто не кусал кисель в детстве, у того не было детства. 2,50 кисель клюквенный. Прелесть, кто помнит, напишите. Здесь у них вот эта французская штучка. Где-то я еще ее в городе видела, не помню где. Говорят, что когда печешь из нее, ну, совершенно другая выпечка. А я пеку много. Все попробовать надо. Не надо все. Вы меня только что спрашивали, кто-то писал, не могу найти ваш ролик, где продается вся линейка чая Ричард. Вот он, этот магазин Мальма Под. Я вспомнила ваш комментарий. Нашла я вам его тогда или нет, эту ссылку. Но, в общем, вот она вся линейка. 3,50 здесь все. А особенно вот такие вот большие. Это вообще на подарок. Знаете, как в народе его называют? Это вот чай
Башня Трампа. Вот эти вот. Представляете, да? А это итальянский чай. Пахнет, небось. Да. А знаете, что вот это? А это чай китайский для тех, кто бросил пить. Интересно, есть ли здесь такой чай, кто бросил есть? Вот это я не знаю. А кто бросил пить? Вот такой вот чай. Кто из вас пробовал или попробуйте, расскажите. Мне интересно. И спрашивали вы про цикорий. Да, цикорий тоже в этом магазине. Я уже столько этих магазинов, я уже не помню чего где, но вот этот цикорий, да, здесь тоже Мальма Порт. Какао-порошок, кстати, какао вот этот натуральный, которым надо посыпать тирамису и варить, а не вот эта вся белиберда. И здесь еще цикорий. Ой, ну да, здесь мы, конечно, с вами тоже посмотрим. Халва, казинаки, тульские пряники, подушечки. И причем тульские пряники, я знаете, почему никогда не беру? Потому что они слишком большие какие-то. А здесь вот такие хорошенькие теперь по 45 грамм. Вот это как раз к чаю, кофе. Видите, какие, да? Этот еще и с начинкой, с фруктовым натуральным медом, а этот с вареной сгущенкой. Потому что этот большой как-то отломил, потом не доел. Не знаю, вот мне вот эти маленькие, я таких не видела, кстати. Ну, про колбасы здесь отдельная песня. Помните, зачем я здесь, да? Как я стонала от этого шпондера, швондера. Вот этот вот, девочки, этот шпондер, мальчики. Не пожалеете, вот купите это. Ужас, я стонала, когда я ела. Здесь Литва и Польша, а вот это вот немецкая, такая красивая. У меня мама всегда говорила, что вот этот как твердого копчения, браун, что не выговорю. 6 евро, кстати, недорогая палка. Жирка много, но это вообще на разрезе наискосок. Представляете, как это будет? Колбасы. И здесь все высокого качества. Тот раз брала несколько. Очень вкусно, очень. Очень-преочень. Президентская, киевская и вот это вот. И вареные тоже, я думаю, очень хорошие. Надо бы вареную попробовать. Вареную не брала. А это как будто с ветчиной, что ли. С языком, слушайте. Я вспомнила историю из детства. Вареная колбаса с языком, вот то, что у вас на экране. У меня эту вареную колбасу с языком обожала моя бабушка. Да, это я сейчас вспомнила, увидела эту колбасу. Сколько у нас таких вот вещей, которые пропадают, и мы их как-то даже не вспоминаем. Вот так раз увидел, вареная колбаска, и там вот этот язык. Бабушкина любимая. Боже мой, в ностальгии. Ой, сайра. Сейчас мама опять скажет, что я ничего не взяла. Хочет сайру, наверное. Здесь конфеты разные. Конфеты здесь шикарные. 42 евро килограмм. Особенный трюфель. Это он чей, по-моему, российский. Ну, Крупской. Вот это такие шоколады есть, знаете, Крупской вот эту картинку. Это в Питере, конечно, он такой горьковатый, он к шампанскому. Ой, боже, это все. А это Казахстан. Казахстан премиум. Кстати, я слышала, где-то я в ТикТоке про него читала и слушала, очень хвалят люди вот этот вот шоколад. Не пробовала, так что рекомендейшн. Попробуйте, скажите, а это коммунарка с черной смородиной. Внутри, наверное, пюре из черной смородины. Слушайте, какие вот вещи есть, таких вещей нету в магазине в обычном. Придешь, все это ваше, вот это там ерунда, вот это, да. Так, тут икра, печень трески, из него великолепный салат, знаете, да, туда рубленое яйцо, зелень, по-моему, укроп и вот это вот печень трески, великолепная вещь. Имитация икры, черная, красная, кто-то говорил, что красная вкуснее. Пробовал кто-нибудь, напишите мне, брать, не брать вот эту красную. Сырочки. Я из этих сырочков дружба, как раньше. Суп варю. А это Маздамер. 4 вот таких сырка на кастрюлю, поджарки суп и все. А это вообще шоколадный. Оливочки. В прошлый раз не было оливков. 3 евро 100 грамм. Они разные, по-моему, с анчоусом здесь. Эти зелененькие с косточкой, черные. Эти остренькие, с чесночком есть. Вот это вкусно. Сыр прямо так вот смотрит. Прямо вот смотрит. Маздамер, наверное, раз так. Ноздристый. Дедушка всегда говорил, что сыр должен быть ноздристый. Ну и соусы сейчас, девочки, мальчики, к шашлыкам. У нас, например, они летят.
И шашлычный кетчуп, и горчичный, и острый по-грузински, кто как что вот любит. Да, ряба, тут и эти майонезики, конфеты. Вот это в питерские все. Маска, петушок, золотой гребешок. Уже одно название. Отломи, закуси. Здесь, в общем, все такое. Эти очень вкусные, кстати. Я их покупала где-то тоже с чаем. Карамель глазированная москвичка. Это раньше, помните, были? Вы, наверное, все молодые, никто не помните. А я вот помню, когда карамель еще и в шоколаде. 18 евро килограмм. Грильяж. Ну, это у кого зубы хорошие. А это тоже какие-то, что это? Вдохновение. У них и шоколад, и все есть. Это хорошие вещи. Батончики по Питеру помню. Халва в шоколаде. Девочки и мальчики, что может быть лучше? После вот так вот оливочки с шашлычком, а потом что-нибудь сладенького, да? Чебурашка. С чем он может быть начинка? Конечно, со вкусом апельсина. И Аленка, кстати, в прошлый раз, когда я спрашивала, такой типа конкурс был мини, с чем может быть вот эти конфеты здесь, чебурашка, очень многие угадали, что, конечно, начинка может быть только апельсиновая, потому что чебурашка приехал к нам в ящике с апельсинами. Да, москвичка, карамель, тоже в шоколадной глазури. Вот это раньше было. Вот, кстати, я тоже не помню. А мама вот рассказывала, что и бабушкины любимые раковые шейки. Ой, с начинкой. Вот у меня бабушка их, я даже помню эту картинку. Помните этот карамельку эту кто-нибудь? 4 евро пачка. Большая такая она. Ну, мне так кажется. 250 грамм только, ничего. И карамель в шоколадной глазури. Здесь тоже чаи разные. А вот наша шляпа. Еще одна осталась. Еще одна осталась шляпа. Зефир. 5 евро с клубникой, с клюквой, с ванилью, пастила. Вот я за зефир, а муж обожает пастилу. И вот у нас, я не понимаю, мне кажется, пастила это не до зефир. И мы с ним всегда спорим. Мармелады всякие. Тут что-то было в прошлый раз для диабетиков, не вижу. Наверное. Коробки, вот этот вот визит. Вкуснейшая. Вкуснейший этот визит. Они все вкусные. Да, ассорти тоже поменялись, какие-то другие уже стали. Белочка вот еще узнаю. Так. Что у нас с вами еще здесь появилось? Соусы всякие. Мне бы соус еще. У нас шашлыков-то море. Мне бы еще к рыбе что-нибудь. Дядя Ваня. Фасоль. Аджика. Сырный цезарь. Карри. Карри к курице, наверное, хорош. Суп гороховый. Это вот, да, сейчас варить на дачах тоже, когда кто-то спешит. А я всегда спешу. Всякие, вот эти вот лосось, сайра. А, вот эти соусы меня не заинтересовали. Там отсвечивает. Цицебели домашний. Букет свежей зелени. Брусничный. Брусничный соус к мясу, между прочим, великолепная вещь. У меня на канале есть, как его делать. А кому неохота делать, вот можно купить 4 перца. Он должен быть чуть остренький, да. Его к мясу, к Рождеству это вообще... Классический, кизиловый. Да, это интересно. А вот еще татарский соус натуральный, без консервантов и красителей. Сацебели такой вот. Тоже, наверное, надо взять к шашлыкам. Без красителей. Хорошие, тоже вкусные вещи все здесь. Такой вот нету. 4 евро, большая банка. Нету такого в обычном магазине. Ой, а что я здесь нашла? 9,90, маленькая баночка, земляничное варенье. Я смотрю, прям вот она, прям эта земляника 1 к 1 там, смотрите. И облепиха 5,50. Но это очень полезно. Меня, кстати, Кристина любит. Я вот не люблю облепиху, а вот она обожает земляничное. Представляете? В Новый год так вот вынул, да? И положил себе. Земляника прям видно. Мне пришла продавец, услышала, как я снимаю, подошла, рассказала про вот эти варенья. Азербайджан – это из белой черешни.
Представляете, я думала, она не дозрела, она белая, это сорт такой, а это грецкие орехи. Я помню, они в Анапе росли, они очень похожи на наши каштаны, только без иголок. И когда они падают на землю, раскалываются, там внутри вот этот вот грецкий орех есть. Так вот это варенье азербайджанское. Это вообще, здесь вообще какой-то ряд деликатесов стоит. Тортики все вафельные. Тоже очень вкусные. А это, да, я вам в прошлый раз говорила, белевская пастила. Это без грамма сахара и натуральный алтайский продукт. Вот эти вот такие вот, да. Кто не хочет сахара и хочет всего полезного, вам сюда. Коммунарка он еще здесь с соленой карамелью. Я люблю, когда внутри начинка. Вишневый брауни. Чаи всякие, иван-чай, сухарики, чипсы, а здесь многие банки. Это, наверное, еще когда, знаете, лето, праздники. Я бы отсюда бы так вот бы помидорчик бы. И с рассолом. А когда уже все, тогда пить бросаем. И этот, где он тут? И к этому чаю, кто бросил пить. А кто еще не бросил, пока там. Сок гранатовый с железа. Вот я стала принимать таблетки. Железо, мне что-то гемоглобин упал. 4,90 гранатовый сок может взять. Ну и здесь у них очень много сухофруктов, вот этих кавказские травы, приправа для рыбы. Во-во-во. Это вот нам сейчас на гриль. Для засолки, кстати, даже красной рыбы. Приправа для засолки красной рыбы. Это вообще ничего не надо выдумывать сразу. Что там интересно в составе у них? Соль пищевая, сахар, лимонная кислота, перец, укроп, перец душистый, гвоздика, имбирь, мускатный орех. Так, наверное, сам не засолишь. Для плова, для борща. Наверное, поэтому борщ красный. Вот этой приправы мне не хватало, чтобы борщ красный стал. Там, наверное, красная вода. Халва. Хочется чаю сразу немедленно. Белорусский, по-моему, у них зефир и халва из подсолнечника. Она самая лучшая. Вот видела где-то кубаночку, растительное масло, а здесь диканька. И еще что-то у них. По 5 евро бутылки. Казак. Это не рафинированное, знаете, на молодую картошечку с укропчиком, с мясом или с рыбкой копченой. Ой, сухофруктов очень много разных. И солененькое здесь тоже есть. Солененькие вот эти всякие кальмарчики. Здесь все закуски. А это клюква. Это, знаете, как вот, когда из нее выжимают все, и остается она как должна быть. Вот это полезная тоже штука. А вот это опять забыла. Как это называется? Вкусная штука и забыла. Кто помнит, как называется это? А, вон. Эбакидония. Во. Вот я про нее слышала, но я не пробовала. Почему-то ее очень любят. Пробовал из вас кто-нибудь? Пишите мне. В общем, такой магазинчик. Все, камеру положу, пойду покупать. Вечная с этими камерами. Я пошла себе добывать. Ну, что вам сказать? Ну, купила, конечно. Разве я могу уйти? Там так столько всего вкусного. Сейчас все, приду, покажу. А сейчас мы просто... Хочется супчику. Купим, наверное, селянки в Риме и уже поедем домой. Вот так вот весь день мы вот это пробегали. Кажется, что вот едешь, да, ой, неохота уезжать, там несколько дней, а как это быстро все пролетает. Короче, у меня сегодня ностальгическое настроение. Я вот это вот колбасу увидела, что бабушка ела, раковые шейки вспомню. Ладно, мы просто сейчас в Риме еще заскачем. Я сетку ставила в машину. Покажу обзор дома. А сейчас мы просто пару банок селянки. Я еще здесь побуду немножко. Еще нужно. Что у нас здесь по фруктам? Ну, я вам показывала же цены на рынке, да? Вот смотрите, а теперь в магазине 6,99 стоит черешня здесь. Огурчики 3,69. Вид. Да. Так, я хочу... А вон здесь. Ну, тут еще в магазине набрали, в общем, какой-то сладости каких-то, водички, соков. На поесть сейчас быстренько. Шампанского. Мы опять свободные родители. Мороженое всякое разное.
Самое лучшее мороженое все-таки Ванна Томас, наверное. Такое в коробках. Вот эти, их тут 6 штук, они очень вкусные. Ну и всякое такое. Это шампанское сладкое. Какие-то макароны. Тоску вот такой взяла с рабарбаром. Кофе завтра утром. И кихиленная вот этот кипсис. Ветчинка. Руки пала. В общем, сейчас я здесь вам так вот обзорчик отсюда. Потом дальше. Ну, мы наконец-то дома. Отбегались, отработались. Мы дома сейчас. В общем, то, что купили в Риме, я вам показала уже там, бегла. Смотрите, как у нас светло. Время 9:30 вечера. У нас еще светло. Я совершенно ни света, ничего не включаю. Как хорошо. Это быстро все кончится. В общем, в Риме я вам показала, что купила, а сейчас покажу, что купила в Мальмо Под. Это я уже все на дачу, конечно. Вот сейчас вот вам покажу. Разных конфет. Будем на даче гонять кофеи и чаи. Да, кто-то там у нас особенно так нервничает от этого словосочетания неправильного. Кофе, чай, вот здесь и крупская, вот эти трюфельные, в общем, вот такой вот пакет с конфетами. Вообще это хорошо под шампанское, но даже не знаю. Насчет шампанского не знаю, а вот просекко... Просекко, я думаю, что не помешает. Смотрите, какая шикарная бутылочка. Просекко тоже из магазина Мальмо Под. Так, что еще купила? Смотрите, что у меня теперь есть. У меня есть восковая фортуна, удача. Чтобы удача всегда сопутствовала. Это, между прочим, из области эзотерики. Не знаю, как вы относитесь к этому, а я очень трепетно. Поставлю рядом с компьютером. Пока с просекко поставлю рядом. И она будет приносить мне удачу. Я уверена в этом. Палочку колбасы взяла, не удержалась. Вот эта, которая... по 6 евро. Вот мы с вами будем ее резать наискосок. Я вам покажу, какая это красота. Я уже просто по виду знаю. Меня мама еще учила с детства, как вот различать хорошую, шикарную колбасу с жиринками. Она очень любит такое. А мама-то знает толк во всяких этих колбасах, я вас уверяю. К пивку такое иногда что-то хочется солененькое. Тоже взяли. Колбаску вареную хочу попробовать. Вот такую вот. Ой, как пахнет. Прям вот как в детстве. Колбаска вареная. Еще что? Разве я могла уйти из этого магазина, не купив шпондер? Это вкусно. Я не знаю, как вам передать. Вообще я не люблю ни сало, как-то так, ничего. Но вот это... Этот шпондер, это невероятной вкусноты штука. Вот рекомендую всем 7,50. Тот раз мы ели с мужем, когда я покупала здесь вдвоем, а теперь я повезу, буду угощать наших. Я думаю, что маме очень понравится, и Сандре, а Еве-то, наверное, еще больше всего. Да, кстати, для Евы тоже кое-что есть. Шоколадный вот такой сырочек, вот это вот взяла, и такой еще. Тоже хочу, думаю, Кристине очень понравится. К шашлыкам. Это любит муж, но и мы все тоже. Оливки. Смотрите, какой бочонок разных сортов. Я вам показывала, какие там есть. И с чесночком, и остренькие, и с сыром, и с анчоусами, и всякие такие. Смотрите, какой красивый какой, да? Прям аппетитный такой вот бочонок оливок. Поскольку у нас сейчас шашлыки за шашлыками, шашлыки погоняют, да? Все время мы сейчас шашлыки делаем, поэтому я, наконец, попробую этот соус. Сацебели. Я не знаю, говорят, что это очень вкусно, я все никак не попробую. Потом карри-соус, это к курице очень хорошо взяла. Горчичный соус, тоже к шашлычкам. Вот такой, как сырокопченое, как сало, 7,90. Смотрите, грудинка, это не сало, это грудинка. Бекон соленый бекон. Сырокопченый. Ну это вообще, это же просто, да?
Все хвалят вот эту икру. Я не знаю, я рискнула, имитацию, да, я рискнула, попробую, не знаю. Но столько говорили про нее, но надо попробовать тоже. И что еще? Приправа морковка по-корейски, острая. Приправа для плова по-восточному. Какой-то период, я помню, этого бегали за этими приправами, их не достать, они тоже бывают разные. Вот это очень хорошее. Ну, каждая хозяйка знает, да? И смотрите еще, что приправа для пельменного бульона. Вот, и я все-таки взяла вот эту муку. Французская штучка, что все-таки говорят, сильная разница в выпечке. Вот если мы с вами будем печь, допустим, черничный пирог на даче. Вот я не знаю, ввести эту муку туда или нет, но я думаю, что вот с этой мукой совершенно другой будет вкус. Еще колбаску вот такую взяла. 90% мяса. Чтобы в вареной колбасе было 90% мяса. По-моему, она польская, не знаю, не разбиралась, но пахнет. И ой, мне очень понравилось. И вот еще, да, для носов и для лап собачков и котиков. Уход за кожей. А мне кажется, что вот Еве бы хорошо, наверное, мазать лапки зимой. Надо почитать здесь повнимательнее, как и что. И вот такая вот для носов и лапочек. А то они ходят там зимой по улице, вот вся эта соль разъедает лапки, трескается. Ева очень немолодая дама, не будем о возрасте. Вот Маркизу, я не знаю, не особо нужно, наверное, он дома балуется, валяется. А вот Еве, наверное, это было бы полезная такая баночка. Вот такие покупки. А из Рими я уже вам показывала. Вот такие у нас с вами покупочки, колбаски. Все будем с вами вместе пробовать, тестировать, потому что когда вот так вот покупаешь и пробуешь, да, из первых рук, как говорится, информация, тогда вам тоже легко пойти и там вот что-то купить, как многие мне пишут. Да, я вообще перестала ходить по магазинам просто как бы так. Я сразу знаю, что мне надо, я смотрю там твои ролики, и вот выбираешь и пробуешь это все, как сказать, и, да, из первых уст. И тогда можно легко сказать, где хороший товар, где нехороший. Ну, как-то так это удобно, да, один попробовал и другому сказал. Вот такой обзор у нас покупок. Будем все с вами пробовать вместе. Может быть, вам тоже что-то понравится, и вы тоже что-то захотите себе купить. Как хотите. Я вот себе набрала, и я очень довольна. В общем, Мальма По, да. Адрес и контакты оставлю вот здесь под видео. Ну, а римский магазин, он везде есть, вам не нужно. А вот этот магазин, я знаю, что только тут есть в Исме. Так что вот так. Сейчас я буду с вами прощаться. Простите за такой длинный ролик. Не знаю, как вам нравится, когда такие ролики длинные или не очень. Ну, вы видите, да. День такой, какой есть, вот так вот и показываю. Ну, моя жизнь такая. Иногда бывает коротенький, иногда длинный. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Хороших вам покупок, хорошего настроения, продолжения лета. И чтобы у вас на душе было солнышко, и в семьях было все хорошо, мирно. А если мирно не получается, в Мальма По покупайте черные свечки и ходите вокруг по квартире, отгоняйте какую-нибудь злобу. Соседки злой или бабки какой-то. Все, пока.